Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Наверняка вы слышали о новой технике пилочного маникюра. Но такая ли она новая и насколько эффективная, будем разбираться. Поехали! С такими ногтями мы сегодня будем иметь дело. Модель хочет максимальной натуральности. Будем выполнять пилочный маникюр и покрытие гель-лаком. Для начала нам нужно снять старое покрытие. И в таком случае не обойтись без аппарата. Считается, что технология пилочного маникюра не подразумевает под собой использование аппарата, но без него никак не обойтись при снятии искусственного покрытия. Конечно, гель-лак можно снимать путем размачивания в ацетон содержащей жидкости, но таким способом часто иссушается ногтевая пластина, скручивается, это не самый лучший вариант. Используют твердосплавную насадку с зеленой насечкой для того, чтобы полностью убрать покрытие до тонкой подложки. Итак, пилочный маникюр – это разновидность необрезного европейского маникюра, где для обработки кутикулы и боковых валиков используются специальные абразивные пилки. И суть пилочного маникюра заключается в удалении омертвевших слоев клеток с помощью спиливания. Подобно тому, как мы делаем аппаратный маникюр, кожа и кутикула также спиливаются, а не срезаются, например, как режущим инструментом. Для того, чтобы убрать остатки предыдущего материала, использую отдельную пилку не для пилочного маникюра с абразивностью 100-180 грит. Осмотрим кутикулу моей модели, она тонкая и сухая. Как раз для такого типа кожи подойдет пилочный маникюр. Кутикулу можно отодвинуть палочкой, или в моем случае это многоразовая апельсиновая палочка со сменными абразивами. Приклеиваю самый мягкий абразив, так как кутикула у моей модели тонкая. Этой палочкой мы можем приподнять кутикулу, выполнить выворачивающее движение для ее приподнятия и раскрытия кармана, и вычистить часть птеригия. Таким образом, нам не нужно будет долго работать пилками по поверхности ногтя. На этом этапе большая часть птеригия удаляется. Нам остается только поработать с кутикулой. На самом деле не самые приятные ощущения во время работы таким маникюрным стилусом, но я постоянно работаю в контакте с моделью, смотрю за ее реакцией на каждую мою манипуляцию. Для обработки кутикулы нам понадобятся специальные файлы на вспененной основе, которые будут амортизировать и повторять изгибы кожи, а также бафы, которые будут сглаживать даже самые мелкие заусенцы. И пилки, и бафы разных производителей имеют различную жесткость, поэтому в своем арсенале у меня несколько видов. Важно, что пилки для пилочного маникюра имеют специальный абразив, который заглаживает кожу, не такой, как у стандартных пилок, которые будут ее срезать. Также нам понадобится металлическая или пластиковая основа, у меня очень гибкая, не использую жесткую основу. Наклеиваю файл на пилку с небольшим смещением, для того, чтобы работать только вспененной частью, не оказывая сильного давления на кожу, ведь любым инструментом можно поранить или пропилить, в том числе и пилкой, если оказывать сильное давление. Кладу палец на бок и начинаю обработку с левого синуса. Пилочка становится перпендикулярна ногтевой пластине. Обрабатываю центр и правый синус. На этом этапе наша задача приподнять кутикулу наверх. Боковые валики прохожу в одну сторону. Если большие огрубелости, могу работать в две стороны, но заканчиваю работу по направлению к себе, для того, чтобы загладить кожу. Синусные повороты удобно проработать кончиком пилки. После того, как мы приподняли кутикулу, у нас образуется белая каемочка сухой кожи, которую на этом этапе нужно спилить. И мы работаем по принципу аппаратного маникюра, где сначала поднимаем кутикулу, а затем спиливаем ее верхнюю часть.
На этом этапе пилку можем расположить лежа на кутикулу, но важно не совершать очень длинные движения, которые будут нагревать поверхность. Работайте без давления. Пилочному маникюру обязательно нужно учиться, потому что неправильные движения пилкой во время обработки кутикулы и боковых валиков могут повредить ногтевую пластину. Могут оставаться пропилы. Также технику пилочного маникюра можно совмещать с обрезной, если у клиента имеются большие заусенцы. Нет смысла стараться их перетереть пилкой. От таких манипуляций клиенту точно станет неприятно и горячо. После того, как кутикула удалена, мы можем зашлифовать мелкие заусенцы мягким бафом. Его я наклеила без смещения. Прохожу в одну сторону, слева направо. Данные абразивы являются одноразовыми. Не получится использовать одну пилку на одного клиента несколько раз, так как нам нужна ее высокая режущая способность для спиливания кожи. Спиливание кожи пилкой не новая процедура. Мы делали и раньше так во время классического маникюра. Обрабатывали боковые валики по-мокрому. Называется это скатка. Просто сейчас это преподносится по-новому, как что-то ноу-хау. И наш маникюр готов. Да, возможно, он не столь глубокий, как при работе аппаратом, но благодаря этому кутикула не будет быстрее нарастать вновь. А внешний вид кутикулы и кожи вокруг уже значительно изменились. Время выполнения пилочного маникюра такое же, как и выполнение любой другой техники, классического маникюра или аппаратного, около 30-40 минут. Сложности могут возникнуть с влажной кутикулой или сильно стелющейся на ногтевую пластину. В случае с первой кутикула будет не срезаться, а махриться и проще выполнить срез. Если кутикула сильно стелется на ногтевую пластину, не факт, что получится убрать ее полностью с первого раза. Вообще технология пилочного маникюра не новая. О ней я узнала в году 2015-16 от одной своей ученицы, которая с восторгом мне рассказывала о том, что в салоне они убирают кутикулу при помощи специальных пилок от Кристина Фиджеральд. Это основатель одноименной компании, которая разработала специальные пилки-абразивы для выполнения такого маникюра. Производители заверяют о безопасности, о атравматичности данной техники, о низкой вероятности поранить клиента и занести инфекцию. На тот момент абразивные пилки были дорогостоящими, поэтому процедура пилочного маникюра никогда не стоила дешево. Но в настоящее время множество других производителей разработало свои пилки для выполнения пилочного маникюра. Я думаю, вам не составит труда найти такие, если поискать в интернете. Несомненно, плюс такой технологии, что не требуется покупка дорогостоящего оборудования, достаточно приобрести специальные абразивы. Каждый даже в домашних условиях сможет выполнить себе такой маникюр, и кутикула, и руки будут выглядеть ухоженными. Тем временем мы донарастили ноготь, придали форму свободному краю, нанесли базовое покрытие и выполняем выравнивание цветной камуфлирующей базы, которая понадобится в качестве подложки под будущий дизайн. По поводу цветных базовых покрытий также много вопросов. Следующее видео на канале будет посвящено большому обзору цветных базовых покрытий, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это полезное видео. Снимаю липкий слой с поверхности и, пока она немного влажная, втираю спонжем в тирку. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Убираем все излишки и в качестве дизайна выполним стемпинг. Использую специальные лаковые краски для выполнения стемпинга. Снимаем излишки, переносим на штамп. И отпечатываем на ногтевую пластину. Очень красивый, стильный маникюр. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробностей переходите по ссылке в описании.
Перекрываем топом без липкого слоя. К сожалению, мой топ немного оттекал по боковым сторонам, поэтому втирка подстерлась около кутикулы и в боковых пазухах. Все-таки важно подбирать топовое покрытие на стемпинг, который не будет оттекать. Завершим наш маникюр при помощи полировщика для ногтей. Наношу масло для кутикулы и теперь заполируем кожу таким образом, чтобы ни одна новая заусенка не появилась вновь. Как мы убедились, результат не столь чистый, не столь глубокий, как при аппаратной обработке, не столь быстрый. Насчет безопасности это вопрос. Потому что любым инструментом, и аппаратом, и режущим инструментом, и даже пилкой можно поранить клиента. Ну что ж, двоякое впечатление после проделанной работы. Но думаю, если отработать данную технику, можно выполнять так же быстро, как и любой другой вид маникюра. И она особо будет актуальна для тех клиентов, которые конкретно боятся аппарата. Что об этом думаете вы? Напишите обязательно в комментариях, подписывайтесь на канал, но я желаю всем чистых маникюров, неважно в какой технике. Всем счастливо, пока-пока!